Друзья, привет! Fruit Power Blog на связи. Я снова на своем любимом стадионе Раджа Мангала Стадиум. Сегодняшний выпуск будет о тренировке Ивана Власенко, триатлета, бегающего на фруктах. Обязательно посмотрите в предыдущих выпусках интервью с ним в моих видео. Я оставлю здесь ссылку. Он уже вовсю тренируется или разминается. Я только что приехал на стадион. Сейчас мы посмотрим. Вон он, я вижу его. Сегодня у него скоростная тренировка. Здорово. Что, ты уже тренишься? Ну, размялся, да, сейчас размялся. Все, в принципе, готов к суперсету. 6 по километру в программе. Ага. Вот, что нужно сказать, что да, такие тренировки необходимы для увеличения скоростных силовых показателей. Вот, поэтому 6 по километру с отдыхом 3 минуты, это где-то 400 метров. 6 по километру, это что значит? 6 раз, 6 сетов, да? Или как сказать? Да, 6 раз, 1 километр, 2,5 круга по стадиону. И это будешь ты бежать на максимальную скорость? Ну, да, то есть сложность тренировки заключается в том, что необходимо как можно меньший разрыв в сетах. Ну, то есть, допустим, первый сет я бегу 3 минуты 10 секунд, да? Ага. И то есть второй, третий, четвертый, пятый, шестой необходимо бежать быстрее, либо с той же скоростью. 3:10. Понял. А отдых между сетами? Ну, вот 3 минуты, 400 метров по стадиону легким бегом. То есть отдых это тоже бег? Ну да, только в таком восстановительном режиме. Ага, то есть вот. Получается в общей сложности сколько ты пробежишь? Ну я вот размялся сейчас 3 километра, то есть 6 километров основная работа. Угу. Вот, и между сетами получается 2,5 километра и заминка после тренировки 2 километра. То есть порядка 12 километров такая тренировка, но как бы здесь дистанция не играет роли, играет роль вот твои сеты 6 по километру. Вот, то есть на максимальной скорости, то есть в красной зоне пульс. Вот. Достаточно сложная работа, но вы все увидите сами. Вот, возвращаясь к твоему вопросу, о чем я думаю во время тренировки, вот будет сегодня возможность спросить меня. Будешь бегать, думать о чем-то, да, потом расскажешь, поделишься. Да. Вот. Поэтому все. Увидимся. Ну отлично, давай. После первого сета. Погнали. То есть ты готов, да? Да, я готов, размялся уже. Так, ну что, погнали. Давай. Я немного все равно не понял. 6 раз по километру, потом 400 метров отдых. Километр на ускорение. Километр на ускорение, 400 метров отдых, снова километр на ускорение. И так 6 раз. Ага, и он там замеряет еще свое какое-то время. Ну, какая-то мощная тренировка, конечно. В общем, он побежал свои первые 2,5 круга. Я пошел на его финишный поинт. Времечко 10:30 утра. Прилично уже жарит. И какой месяц-то? Май месяц. Да он бежит быстрее, чем я дошел до сюда. Ну вот он уже меня догоняет. Как и до сюда дошел, он также добежал. Ванька, человек-машина. Фруктовая машина. Не прошло и минуты, он уже добегает второй круг. Ага, это 2,5 круга, да? Да, километр. И сколько время? 3:10, как я и говорил. Вот, в принципе,
нормально для такой погоды. Ну, начал спокойно, буду добавлять следующий. Вот. То есть остальные ты хочешь увеличивать? Да, скорость будет увеличиваться. Вот. Соответственно, время будет уменьшаться. Ну да. А ты с предыдущих тренировок помнишь все свои цифры? Ну, допустим, да, конечно, это все записывается, все хранится в электронном виде. То есть ты даже знаешь, что сейчас вот ты пробежал, допустим, 3:10, там, окей, по плану это хорошо, допустим, да? Да. Мгм. Вот, ну все, я сейчас замнусь. Ага, Снова начну. давай. Так, вот он добегает круг отдыха 400 метров. И, видимо, сейчас он снова ускорится на свой километр. Отсюда ты стартуешь, да, второй сет? Ну, выглядит он бодренько, как будто и не бегал еще. Видно, что еще дури и мощи, ой-ой-ой, там на кучу таких сетов. Круто. — 3:08. Ну, уже так сердце размялось на первом кругу. Сколько сейчас пульс у тебя? Ну, порядка 160, наверное. Вот. Я, в принципе, монитор сердечного ритма не использую, но так чувствую 160. Он еще будет подниматься? Ну да, на последних отрезках я буду добавлять скорости. Ага. Вот. То есть скорость все время будет расти? Да. Ну, это как бы основная задача тренировки. Вот. Ну все, увидимся через 400 метров. Давай. Третий сет сейчас будет? Да, сейчас. Вот сделаем. Все-таки на улице 35 градусов. Вот. Работа. 35 сейчас, да? Ну, я думаю, да, 35, не меньше. С тебя льет вообще нормально уже. Так это твой тренер там бегает, что ли, тоже? Да. Поехали, третий сет. Помчал Ванька. Сейчас мы пообщаемся с его тренером, если он не убежит. Наверняка убежит. Вот, 3:07. Ну вот, на середине такой тренировки уже подумываешь и о ее окончании, чтобы это быстрее все закончилось. Ладно, 400 метров и снова в путь. Ну сейчас он выглядит уже не так бодренько. Уже видно, что работа идет просто запредельная. I'm already at 85% my effort. 85 to 80. It was 85. I reached 95% my effort. All Heart right. rate. It's too hot, my body. Yeah, now it's hot season coming. Rainy season, hot season. No, but I woke up this morning, my heart was high already, so I need more sleep.
I was already tired. So you listen to my heart rate and listen to my percentage, and it will protect you not to overtrain. Every workout you watch your rate? Every workout? Every workout. I watch my heart rate. It's very essential. I try to tell him to do it. Yeah. They don't listen to me. Stubborn guy. You think your heart rate is for whoopies? It's not for whoopies. Mark Allen use it. All the pro athletes use it. Dave Scott. Heart rate. Четвертый. Start easy, yeah. Start easy. Finish fast. Yeah, that's what I do. Okay. That is not easy. This is fast. Yeah, I think so. You know thinking. How often he do workout like that? I don't know, he's asking himself a heart attack. If you don't use a heart rate monitor, you have to watch it precisely. If you don't watch it, you get a heart attack. There's a big chance you could get a heart attack. Or a heat stroke is one of the above. I know if I stay to 80, I'm fine, I'm good. Beyond 80% my effort, that's becoming race pace. So he's racing race pace. This is 90% of his effort right now. 90%. 90%. That's 90% of his effort right now. He's going way too fast. Yeah. But he don't want to listen to me, so what can I do? Yeah. Like, this is hot weather, you know. You cannot do a good workout. My legs are finished. I'm supposed to do one mile. My legs are tired. It's relaxing, man. Breathe by your nose. Breathe by your nose. His stride is not long enough. He has a strong machine, but I don't know. You have to work on his stride, on his bounce. Also, bounce. Look at the Kenyan, they bounce. Yeah. And they do a lot of drill work. They don't, the Kenyans, they don't do track workout, they run on the street. I know, I've been coached by Kenyans. I had a coach from Kenya and he never asked me to run on the track. Why? It's too much stress. Even this ground? Too much stress on the body. If you run on a road, it's almost identical to road racing, for racing for road race, marathon and stuff. So they always made me run on a road, like on the street. And there's no such thing as 400 meters or 800 meters. They make me run like 30 minutes run, like fucking run, 30 minutes run, like not jogging there, run. Yeah. Sometimes it's 20 minutes run and 10 minutes jog, and that's it. 30 minutes, your day is finished. But that 20 minutes run is very quality. So that's how they train the Kenyans. There you go, Ivan! Уже сложно держать скорость. Ну ничего, еще 2 сета. Еще 2. Да. Звучит как приговор, да? Глядя на тебя, да. Ну да, в этом вся и соль. Как только финишные фотографии выглядят легко. Сам процесс подготовки к этой фотографии. Вот. Пот и кровь, как говорится. Как часто такие тренировки делаешь? Ну вот такие на треке раза 3 в месяц. Вот. Ну, похожие тренировки есть на велосипеде.
Ага. Вот, и они легче переживаются. Ну и в бассейне тоже. Там вода есть. Хочешь попить? Окей, На спасибо. велосипеде. Ага, Все, 400 метров, заминка. И 2 последних. давай. Вот это выглядит уже серьезно. Дело принимает крутой оборот. Это вам, блин, не пробежка в парке вечером с пивком. 5-й сет, да? Да. Вот, скорость упала. 3:15. 3:15. Да. Ну, следовало ожидать, так как жарко сильно. Но это входит в планы твоей программы? Да, как бы, Ты укладываешься в свои цифры? да, плюс 5 секунд, как бы, нормально. Даже иногда до 10-15 можно избавить. Вот. Ну, как бы. Видишь, люди не роботы, не можем запрограммировать так, чтобы не было никаких погрешностей. Вот, поэтому, видишь, такие условия, жарко сегодня. Вот, если будем делать тренировку вечером, когда уже на закате, либо утром рано, то тогда легче. Но как бы, полдень, Бангкок, жарко, да. Поэтому, Соревнования проходят и в ночное, и в дневное время же тоже, да? ну да, как правило, старты марафонские начинаются иногда и в 4 утра, и в 5. Вот, Бангкок марафон, я помню, стартовал в 1:30 утра или ночью, так Ага. удобнее. Вот, ну, старты триатлона 7 часов, 7:30, как бы, и финиш уже ближе к 10, поэтому необходимо тренироваться в таких условиях тоже, чтобы быть готовым к соревнованиям. Вот. Ну так, ну ладно, что у нас последний сет остался. Настроение боевое, 100%. Заминочный круг у тебя здесь, и отсюда ты стартуешь 6-й сет. Да, там буду финишировать. Ага, Все, увидимся. давай. Скромничает, говорит, люди не роботы. По крайней мере, облака. Нет такого солнца палящего. I've been running fast. Uh-oh. Watch out. Almost there. Почти все. Еще один сет. А ваш оператор тоже в порядке. Надо детский скорость 20 км в час. Стараюсь. Да, не надеюсь. Может, оставишь мне компанию, не веселее. Попробуй. Минутка унижения на канале Fruit Power.
когда бежишь рядом с чемпионом и не вывозишь даже 1 километра. А я срезаю углы. Мясо. И 12. Последний. Нормально. Все, это был последний, да? Да. Да, вот так. Но после третьего ты выглядел поуставшее даже. Где-то в середине оно какое-то... Видишь, это чисто психологический момент, когда ты делаешь 3, и понимаешь, что еще 3 впереди, Да. как бы немного давит, но после 4-го ты понимаешь уже, что 5-й потерпеть, а там уже последний, как бы все. Вот, да, после 3-го 50% только сделанной работы. Такая же тема с голоданием. Первый день легко, второй легко. После 3-го и 4-го, да, на 3-й, 4-й криз, ты понимаешь, что ё-моё, впереди еще 3 суток. Да, еще хотелось бы сказать о том, что сегодняшнюю тренировку я делал на голодный желудок, но вчерашний ужин был достаточно полным. Был и дуриан, был и личи, было и манго. Ого. Вот, поэтому, да, начинается сезон личи, один из самых любимых моих фруктов. Личи, именно личи, Да, ты личи. любишь, или рамбутаны, они же тоже Нет, семейство личевых. Нет, именно личи, они как сок, они очень содержат много воды, вот, буквально как сок. И в прошлый раз я забыл упомянуть, что это один из моих любимых фруктов, так как был не сезон. Да, вот сейчас начинается сезон личи, и превосходный фрукт после тренировки, для питания. No. We just interview. Yeah, 3:12, last one. Да, арбуз и личи мои любимые пост-воркаут фрукты. Вот. Даже это не фрукты, ягоды, наверное, да? Ну да, там есть Да, арбуз, разделения, да. какие-то такие тонкости. Ну, Во сколько был твой ужин вчерашний? Во сколько по времени? Ну, получается, после работы, там, уже после 10. Вот. Ну то есть поздно перед сном, да? Ну, я лег вчера в час, пришел с работы в 12. Вот, еще попил кокосового сока. Вот. Поэтому сегодняшняя тренировка буквально на ура. Никаких движений в желудке не было, все ровно, чисто. Отлично, круто. Так что питайтесь фруктами, тренируйтесь, будьте здоровыми и сильными. Ну а как ощущения в сравнении с предыдущими такими же тренировками? Ты чувствуешь, ну там, что прибавил чуть-чуть там, ну, или наоборот, Такие мог бы тренировки, еще? в принципе, так сложно анализировать, в принципе, всегда похожее состояние, но эта неделя была сложная в плане тренировок, уже достаточно большой объем за эту неделю, вот. Поэтому подходил к этой тренировке не стопроцентно свежий, вот, но... Ну или на таких тренировках нету задачи Да, там на повысить таких- результат. Она нет. просто должна быть стоять Конечно. в плане, чтобы Да. держать скоростно-силовые качества, да? Именно так.
я замнусь километр, вот, и увидимся уже на испитии кокосовой воды. А как бы мне еще с тобой 100-метровочку на перегонке пробежать? Давай, очень просто устанавливай камеру, проверим. Ты готов еще, да? Конечно. Ну вот, я хочу воспользоваться случаем, когда Ванька измотан, и попробовать взять свой шанс победить чемпиона на 100-метровке хотя бы. Давай. Ванька, конечно же, поддался, дал мне возможность показать, что я тоже могу бегать. Ну, отлично. Мы можем. Поехали есть фрукты. Два. Я 3 взял. Кап. У меня все время возникает сложность объяснить им, что я хочу, чтобы они их подрубили, но не вскрывали, чтобы я их мог вести. Ты домой, Вот, да, тебе? да, я хочу один, вот он откроет сейчас, здесь выпить. Окей. I'm gonna drink it here. It's okay, yeah. And this is our kaban. กลับบ้านสอง Cup. Ау, не ной. Он понял, возьму домой, но не стал их подрубать. Этот не надо в пакет, да? Да, ладно, уже засунул. Да, вообще этот не надо в пакет. Сейчас мы его заморочим максимально. А чё, как так получилось, что ты так байк-то и не водишь? Ну, мотоцикл. Да, слушай, как-то... Не надо тебе, да? Ну- Ездишь на велосипеде нормально. А что-то у меня, видишь, я на байк сажусь, он начинает реветь, и у меня какая-то сразу паника начинается. Да что ты ревешь, что ты так быстро стартуешь, как